Здравствуйте, друзья! Сегодня мы покажем вам тренировку, которая будет состоять полностью из грузоблочных тренажеров и упражнений на них. Подобный вид тренировки подходит почти для всех категорий тренирующихся. Тренировка, построенная полностью на применении грузоблочных тренажеров, поможет в безопасной работе суставов и связок, что способствует их восстановлению и реабилитации. В период активного отдыха, когда мышцы должны отдохнуть от больших рабочих весов. Для начинающих, как возрастных, так и очень молодых спортсменов, так как мышечный корсет очень слабый, нейромышечные связи еще не налажены, а риск травмироваться свободными весами очень велик. Также подойдет в тренировках опытных спортсменов, особенно в период сушки или просто на безуглеводной диете. Особенно на пике подготовки, когда отдохнуть просто необходимо, но и тренировочный процесс прекращать нельзя. Также подойдет в период реабилитации, особенно после спортивных травм. Подобный вид тренинга можно использовать в различных вариациях, в зависимости от особенностей спортсмена и его целей. Можно работать по классической схеме подход-отдых. Можно работать суперсетами, 2 разных упражнения или 3 сет и только потом отдых. Мы же в свою очередь рекомендуем попробовать мегасет, состоящий из 4 и более упражнений, как сейчас демонстрирует Андрей. Это даст вам возможность безопасно повысить силовую выносливость, получить своего рода аэробный эффект, сжечь больше калорий, сделать тренировку более сжатой, короткой, но очень эффективной. Как мы все знаем, время – это очень ценный ресурс, и многим его попросту не хватает. Подобные мегасеты помогут решить эту проблему. Есть еще множество методик и спортивных систем, которые эффективны для достижения поставленных целей. О том, какие лучше или хуже, всегда были, есть и будут споры и дебаты. Мы не претендуем на титул самых умных, а всего лишь делимся своим опытом. Уверены, многим из наших подписчиков он будет полезен. Всем здоровья, мира и успехов! Друзья, вы наверняка можете задать вопрос по поводу машины Смита, как будто это не грузоблочный тренажер. Но у нас простое объяснение. В нашем зале именно нет грузоблочного тренажера на верхнюю часть груди, поэтому мы решили использовать тренажер машина Смита. В конце концов, в нем, как и в тренажере в любом другом, ограниченное количество степеней свободы, характерная зафиксированная траектория, поэтому именно для прокачки верха груди в этом мегасете мы использовали машину Смита. А дальше все по плану, грузоблочка. Еще обратите внимание, друзья, на компоновку нами упражнений. Мы чередуем плечи, спина, грудь, спина. Это позволяет постоянно телу работать, мышцы не так быстро забиваются, а работа идет постоянно, без перерыва. Все 4 упражнения, все 3 мегасета. И как я уже сказал, в этом мегасете мы сделали верх груди, среднюю часть груди, широчайшие и дельта трапеция. Все на блоках. Делаем заключительный 3-й мегасет. Конечно же, не обойдем вниманием ноги. Здесь все просто. Разгибатель-сгибатель, возможно в каком-то зале есть грузоблочный жим ногами, тоже можно подключить. Сразу забегая наперед, объясню, что вариативность возможна самая любая. Мы показываем лишь принцип применения. То есть загружая антагонисты в одну тренировку, минимум отдыха и максимум активной работы, безопасной для суставного аппарата. Обращаем ваше внимание на технику. Очень плавная, без рывков. Ни в коем случае не пытайтесь на грузоблочных тренажерах взять максимальный вес и сделать мало повторений. Повторений 12-15, не меньше. И очень-очень плавное, полностью подконтрольное движение. И, конечно же, мы не обходим вниманием брюшной пресс. В нашем зале конкретно тренажеров на пресс грузоблочных нет, поэтому мы используем скручивание с блоком в кроссовере.
отлично растягивает все мышцы, безопасная плавная траектория движения и, как следствие, хороший результат. Друзья, сегодня я у Андрея не спрашиваю, устал он или нет. Как видим, такая простенькая тренировка помогла ему хорошо налиться. Помогла ведь? Помогла налиться хорошо. Суставы не болят? Нет, Нет, ничего не болит. Выходных это функционал и хороший объем на кровонаполнение на все группы. О чем я вам и говорил. То есть, в принципе, тренировка не тяжелая, ну, помогает, вот, допустим, Андрею в период отдыха, правильно? Получился активный отдых. Вот оно работает. Сразу скажу, что все эти вариации, я уже сказал, и еще раз повторюсь, можно использовать на любых тренажерах, какие позволяют ваше оборудование именно в вашем зале. То есть можете придумывать, выдумывать. Принцип мы вам показали, наше видение, наше мнение. А дальше просто желаю вам удачи и надеемся, что вам будет это так же полезно, как и Андрею, как и нам, и нашим подопечным, которые это уже все опробовали. Да, и мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность делать наши прикольные видосики. И еще подписывайтесь на канал, донатьте, фидбэк приветствуется. Всем пока!